Привет, друзья! Иногда за внешним спокойствием политика скрывается личная трагедия, способная навсегда изменить человека. И это как раз тот случай с Ларсом Клинбелем. В 2014 году Ларс Клинбель получил страшный диагноз, который угрожал его жизни и который навсегда изменил его мировоззрение. Это рак языка. Впервые политик из партии СДПГ открыто заговорил о заболевании и его последствиях. По его словам, это было большое счастье, что сегодня он вылечился от рака и полностью здоров. Преодоленная онкологическая болезнь, с которой он столкнулся более 10 лет назад, по его признанию, до сих пор оказывает влияние на его мировоззрение. Я думаю, что теперь я подхожу ко многим вещам более спокойно, поделился он. Именно этот опыт стал причиной той внутренней уравновешенности, которую часто приписывают ему окружение. Когда ты хоть раз стоял на краю обрыва, ты начинаешь по-другому смотреть на жизнь, отметил он, придавая своим словам особую искренность. Сегодня Ларсу Клинбелю 47 лет, и только теперь он впервые решился рассказать на публику о своем диагнозе, который ему поставили еще в 2014 году. У него диагностировали рак языка после того, как он сам заподозрил неладное и своевременно обратился за медицинской помощью. Рак языка имеет очень низкие шансы на излечение, признался политик, поэтому тот факт, что его удалось успешно вылечить, он называет очень большим везением. С тех пор не было зафиксировано ни одного рецидива, и он официально считается излечившимся. Как рассказывает сам Клинбель, еще в прошлом он был многолетним и серьезным курильщиком. Начал курить примерно в 25 лет, и это весьма глупо, надо сказать, прокомментировал он с долей самокритики. В самые тяжелые периоды он выкуривал до 40 сигарет в день, однако уже 11 лет, по его словам, он не притрагивается к табаку и ведет абсолютно некурящий образ жизни. Партийное руководство Ларс Клинбель взял на себя в декабре 2021 года. До этого с 2017 года он занимал пост генерального секретаря Социал-демократической партии Германии. После выборов в Бундестаг он вместе со председательницей СДПГ Заскией Эскин и лидерами ХДС и ХСС Фридрихом Мерцем и Маркусом Зёдером участвовал в переговорах по формированию коалиционного договора между Союзом и социал-демократами. Потенциально в будущем черно-красном кабинете его уже называют возможным кандидатом на пост вице-канцлера и министра финансов. Отношения с Фридрихом Мерцем Клинбель описал в социальной сети как устойчивые. Цитата. «Мы оба не собираемся становиться друзьями, в этом и не суть. Мы осознаем совместную ответственность, которую несем за это государство», подчеркнул он. При этом он выразил уважение и признание лидеру ХСС Маркусу Зёдеру за его способность разрубить узел в сложных переговорных ситуациях. По словам Клинбеля, и Мерц, и Зёдер проявили готовность к компромиссам. В данный момент проходит голосование среди членов Социал-демократической партии Германии по поводу коалиционного соглашения. Комментируя критику из собственных рядов, Клинбель отметил, что, естественно, он ее понимает. Несколько земельных отделений ЮЗОС, это молодежная организация Социал-демократической партии Германии, раскритиковали положение договора в области социальной политики и политики в отношении миграции. При этом он подчеркнул, что не хочет получать ЮЗОС, но все же считает, что отказ от коалиции с Союзом был бы ошибкой. Любые альтернативы, по его мнению, необходимо взвешенно и мудро рассматривать. В марте 2025 года прошел первый день действий нового протестного объединения под лозунгом «Вместе за Германию», который привлек внимание как широкой общественности, так и спецслужб. На улицы вышли тысячи людей, которые выразили свое недовольство текущим политическим курсом. Однако среди участников были замечены также и крайне правые участники, что вызвало обеспокоенность у немецких властей. Сейчас, в субботу, 26 апреля, планируются новые акции в различных городах Германии, и Федеральное ведомство по охране Конституции не намерено упускать эти события из виду. Как сообщили в ведомстве, подобные протесты нередко используются правыми силами, чтобы внедрить свои идеи в общественные дискуссии. Такие акты на самом деле не редкость. Правые традиционно пытаются использовать социальное напряжение в своих интересах, маскируя собственную идеологию под понятные обществу лозунги. Ведомство по охране Конституции предупреждает, что протесты против конкретной социальной политики все чаще становятся платформой для более широкой критики системы в целом. Поэтому на предстоящем втором общефедеральном дне действий будут особенно тщательно отслеживаться попытки правых сил, таких как
Альтернатива для Германии – использовать данные митинги вместе за Германию в своих целях. Во время первой акции протеста, которая прошла в Штутгарте, Франкфурте на Майне, Ганновере, Мюнхене, Дрездене и ряде других городов, протестующие требовали свободы слова, ужесточения контроля на границах и прекращения военной помощи Украине, на которую напала Россия. По данным ведомства по охране Конституции, сами по себе эти требования не являются признаком праворадикальной позиции и не входят в сферу наблюдения данного ведомства. Тем не менее, как подтвердило Федеральное ведомство по охране Конституции, в марте были зафиксированы отдельные случаи присутствия правых сил и лиц, которые причастны к делегитимизации государства, что вызывает обеспокоенность. Однако этим участникам не удалось оказать значительного влияния на общее настроение протестов. Более того, организаторы митингов публично дистанцировались от заявлений и позиций, исходящих от правых сил. В Штутгарте, например, участие в протестах приняли около 1500 человек, большинство из которых, по оценке полиции, относились именно к правому политическому спектру от партии «Альтернатива для Германии». Параллельно в нескольких городах прошли контрдемонстрации, организованные партией «Левые», что еще раз подтвердило напряженность в немецком обществе. Для Христианско-демократического союза ХДС это стало настоящим переломным моментом. Федеральный административный суд Германии недавно признал депортации мигрантов обратно в Грецию законными, однако власти в Афинах с этим категорически не согласны и выставляют свои жесткие условия. Правительство Греции четко дало понять, оно не собирается принимать обратно беженцев, которые сначала подали прошение об убежище в Греции, а затем подали вторичное заявление уже на территории Германии. Как пояснил министр по вопросам миграции Макис Воридис в интервью афинскому новостному каналу Sky, при текущей ситуации возврат таких мигрантов из Германии в страну исключен. Цитата: «Пока не будет справедливого распределения нагрузки внутри Европейского Союза, Греция не примет никаких возвращений», подчеркнул Воридис. Он добавил, что даже если из Германии поступят официальные запросы о депортации, Афины их рассмотрят внимательно, но мы в любом случае не будем с особой охотой идти навстречу подобным требованиям, дал понять министр. Примерно 2 недели назад Федеральный административный суд в Лейпциге постановил, что депортация одиноких, здоровых и трудоспособных мигрантов обратно в Грецию являются допустимыми. Несмотря на существующие недостатки в греческой системе приема, этой категории лиц не угрожает крайняя нужда, считают судьи. Суд также отметил, что у мигрантов, имеющих право на защиту, действительно возникают бюрократические препятствия и долгие ожидания в Германии при получении необходимых документов, из-за чего они сначала не имеют доступа даже к государственной помощи. Тем не менее, им временно доступно убежище и ночлежка для экстренного размещения. Кроме того, как указал суд, их основная потребность, включая и питание, они могут на первых порах для себя обеспечивать за счет заработка в теневой экономике. Также существует поддержка со стороны гуманитарных организаций и возможность получить неотложную медицинскую помощь. Также суд отклонил жалобы апатрида из северной части сектора Газа и гражданина Сомали. Представитель ХДС по внутренней политике Кристоф де Фрис назвал это решение реальным прорывом в миграционной политике и значимым поворотом. По его словам, теперь вновь становятся возможны возвраты беженцев в Грецию, что поможет сократить незаконную миграцию внутри Европейского Союза и злоупотребление системы убежища в Германии. В то же время партнер по коалиции, депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Стегнер заявил, что считает нужным признать это решение суда. Цитата: «Закон есть закон, и правосудие должно быть принято обществом», подчеркнул он. А теперь давайте обсудим, как личный опыт ужасной трагедии может влиять на политические решения, и что значит держать удар, когда на кону не только карьера, но и жизнь. Подписывайтесь и спасибо за просмотр.